То есть просветление это уже четвертая скорость. Человек. У меня в рот не торчат инопланетяне. Извините за мой. Всем здравствуйте, дорогие мои друзья и любимые. Я рад вас приветствовать на моем творческом канале. Гениально, очень просто. И мы поговорим сегодня о детях индиго и людях индиго, взрослых, не только за детей. Мы являемся сосудами. Сосуд, баклажечка, стеклянной, в которой можно заливать энергии. Энергии – это наши поступки. Какие поступки и мысли у вас в голове, в такую энергию вы заливаете в сосуд. Соответственно, жизнь потом формируется по вашим энергиям. Что посеял, то пожнешь. Что подумал, то к тебе и придет. Это не фантастика, это все реальность. Пословицы знаем, но ничего не выполняем. Как всегда, как в школе говорили. Все знают, но никто ничего не делает. Все верующие, а веры нету. Все праздники гуляют православные, они понимают, что это. Как можно нашкодничать Творцу? Вот был такой человек, пусть то Иша, Иисус, или как там звали того человека, или Радомир, как у нас говорят, кто-то спорит. Такие глупости, люди, не спорьте. И не слушайте тех людей, которые спорят. В них нет истины. Любой человек, который спорит, доказывает, что он прав, уходите от него. Любой, будь то ученый, будь то колхозник. Неважно. Праздники православные, да? Рождество. Надо в храм идти, молиться, благодарить Творца, что Он был, дал законы, по которым мы и развивались как общество, нравственно, духовно. Это же не строится за один день, где мы сейчас находимся. Это причинно-следственная связь, взросление душ, модернизация игры на земле. Благодаря таким душам, которые жертвовали собою. А в его праздник люди, да, мы сейчас отпразднуем. И делают все низкочастотные поступки. О чем он говорил, не делайте. Я никого не осуждаю, что люди делают так. На это ихняя воля. Но, соответственно, я лично, индивидуально могу для себя понять, ну, как человек, если мы ведем сейчас беседу, что человек просто не понимает, что он делает. Я его не осуждаю. Просто он еще не созрел, он еще не дошел. Он находится еще в 3 классе. Ему еще рано. Не то чтобы не рано, ему вовремя. Но он пока еще информацию эту не понимает, то, куда он пришел, и зачем он пришел, и что празднует. О чем говорил тот человек, который был, куда он людей вел. В нем были энергии индиго. Это фиолетовый цвет. Словно аватар. Смотрели фильм «Аватар»?
прекраснейший. Это реальная копия, подобие, где мы находимся. Вот тот человечек, который в колбу там ложился и улетал, там просыпался в аватаре. Вот и мы здесь так же само. Вы должны понять, это не фантастика. Это реальная игра. Он себя осознавал в аватаре, что он находится здесь временно, и он выполнял свою задачу. Это никакая не фантастика, поверьте. Это писал фильм человек осознанный уже. Он пытался донести до больших масс, что это вы и есть такие же здесь. Все. Спешите делать правильные поступки. Но правильные не для кого-то, правильные для вас. Вы это посеете, соответственно, вы это и пожнете. Вы осудите, и вас осудят. Это будет бумерангом вас бить. А люди не понимают, что у меня ничего не получается. Так ты уже не то думал, не то делал. Этих людей нельзя осуждать, им надо всегда помогать. И я никого не осуждаю, ни одного человека. Если человек не получается, получится. Как сказал Иисус, я использую его имя, потому что это высокочастотная энергия. Высокого разряда. И он говорил: поднимайтесь, просыпайтесь, дети. Да, сейчас разбудим сначала тебя, а потом сами проснемся. Смешно. Но они так вот будили. Так и в современном мире людей будят. Тот, кто пытается людям донести высокочастотную информацию, низкочастотные никогда не понимали, не поймут. Но и не надо стремиться, чтобы они понимали. Потому что они не поймут. У них не хватает энергии в их колбе. Нравственных поступков, работы над собой, уважения, не осуждения никого. Эти аватары, которые мы есть аватары. Мы можем над собой работать. И мы используем это тело, чтобы чувствовать физические ощущения. Когда он в аватаре просыпался, он тоже боль чувствовал. Вы же помните? Если вы не видели, посмотрите этот фильм, прекрасный. Я увидел один раз или два, но у меня эти настолько засели ощущения. Я думаю, вот это красавчик написал. Написал, потом заснял и дал большие массы эту информацию. Он говорит: смотрите, вы так же живете. Эту энергию надо в ваш сосуд заливать. Чтобы люди занимались собой, своими телами. Не надо сидеть дома. Вот люди, которые будут смотреть меня, уже созревшие. Не созревшие это люди не поймут. Это я знаю по себе. Когда я созревал, я понимал, какую я информацию смотрю, какую не понимаю. Я вам честно говорю, я так же само. Чушь несет какую-то. Проходит 2 года, я смотрю, это уже человек эту передачу, красавчик. Серьезно. Так со мной было. Одного не понимал вообще там тоже. Проходит год-полтора, я все понимаю, о чем он говорит. Я думаю, елки, он говорит на одном и том же языке, а я его не понимал. А сейчас понимаю, что изменилось. Изменилась во мне энергия. Проснулся. Но тоже это было нелегко. Потому что я начинал с нелегких времен, где я был далеко не ангелом. И воспитывался, и был в таких обществах, где сильно это не приветствуется. Но только благодаря маме большое спасибо и папе, и родным.
Я смог благодаря им. Они меня толкали, они даже много чего не понимали, но они меня толкали, закаляли. Это спустя время, в один день мне сознание открылось, я, Господи, так то все, оказывается, было правда и красота для меня. А я этого не понимал, когда было тяжело и нелегко в жизни. Да, но также в вашу жизнь вы впускаете темные силы, темные энергии, в ваш сосуд. Вы в аватаре. Иисус говорил, не делайте ненравственных поступков, не осуждайте никого, и у вас будут высокочастотные энергии. Не рвитесь деньгам по людям. Учитесь зарабатывать, да, во всех условиях, кто как, но учитесь зарабатывать. Не плачьте. Тяжелая работа, работайте. Можете изменить ее, изменяйте, но не плачьте. Когда делаете свою работу, делайте ее качественно. Вы же сами ее захотели делать. Вас же никто не толкал. Многие скажут, жизнь заставила. Да, это не жизнь, это карма заставила. Но вы можете это все изменять. Вы можете начать чему-то учиться, изучать, и вы тогда сольетесь со Вселенной. И она будет вам давать указания, куда идти, что делать. Вы должны это захотеть. Но когда вам будет тяжело, вы не должны плакать, вы должны понимать, что это такой этап. В моей жизни было, когда было так невыносимо. Я молился просто. Просто брал и молился. В моем обществе не принято было это делать. Но я это начал делать. И не стесняясь этого. А потом я начал гордиться этим, даже сам себе в душе, что я смог. Но для этого, если у меня было все сладко по жизни, меня кормили, поили, я бы не пришел бы к этому. Меня жизнь сама заставляла идти к этому. Соответственно, я благодарен тем нелегким испытаниям, которые были в моей жизни. Далеко не легким. Но я не тот мальчик, которому скажут, я буду все делать. Нет, у меня тоже есть свое понимание. Потому что я тоже наблюдаю эту игру. У меня есть свои задачи. Когда мне даже кто-то делает, я этих людей не осуждаю. Я их уважаю и благодарю. Потому что они мне тогда сразу, тюк, Миша, ты в игре, будь в контроле. Вот так вот. Не пускайте низкочастотные. Но низкочастотные постоянно вас будут закалять. Энергия. Раньше их называли дьяволами, черти. Из людей, черти, из рта исходят слова. Держите чертей при себе. Помните пословицу такую? Вот, и мысли. Мысли это то же самое. Плохие мысли. Не думайте о людях плохо. Не думайте ни о ком плохо. Водители, учитесь не думать так. Учитесь, это нелегко. Ни один в аварию не попал просто так. Ах, дорогие мои аватары. Вы знаете, когда человек приходит в осознанность, просыпается в нем энергия индиго, измененной энергии, человек очень меняется в душе. А когда в душе у него глаза начинают светиться, он радоваться жизни начинает. Вчера была одна жизнь, а сегодня проснулся, совсем все по-другому. Все цвета яркие, солнышко светит. Красота! Это много надо учиться, так же само. С энергиями, со своими страстями работать. Это очень нелегкий труд. Но не пускайте низкочастотные энергии в свою жизнь. Вы сильные. Я вас верю. И мы продолжим наш выпуск. Индиго, люди индиго, дети индиго, энергия индиго, высокочастотные, низкочастотные энергии.
Идешь ли ты к Богу, идешь ты в низшие измерения. Это выбор будет только за вами. Я вам покажу. Буду. Не я, а посредник. Мой приемник будет называться Миша. Каленто Михаил Федорович. Собственной персоной. Пангритян Атаман Таврический. Обожаю этот фильм, крутой фильм. Всем хорошего настроения. Люблю, обнимаю, целую. До новых встреч. Подписываемся, ставим лайк. И тогда мы вынырнем в лучшие времена и в лучшие энергии. Радость, любовь. Учитесь дарить. Как я пытаюсь передать свою любовь вам. Передавайте ее так другим. Я так всегда делаю на сцене. Когда я выхожу на сцену, я стараюсь передать эту энергию, когда я танцую. И люди часто это замечают. Когда находятся на шоу, я пытаюсь то, что я могу делать. Я не говорю, что я идеальный. Но людям нравится. Они благодарят. И я не хвастаюсь, просто я это заметил. Как люди реагировали на меня раньше и как сейчас, когда я работаю. Некоторые смотрят только на энергию. Особенно старенькие люди, когда я на корабле работал. Они очень уделяют, им уже не интересны там тело, хотя они тоже обращают там тела, сильный, подкачанный, красавчик. Но говорит, глаза. Когда смотришь в глаза, эта любовь источается. Уважение, благодарность, что они пришли на меня посмотреть. Что я получаю за это зарплату. Что у меня есть возможность учиться быть танцором на этой планете Земля. Я весьма благодарен зрителю, любому, потому что это свойство крутое. Ты танцуешь, акробат, летаешь, цирк. Люди тебе хлопают, им нравится. И это самое прекрасное, когда ты живешь, и тебе дарят любовь, так же, как ты стараешься подарить вам, прекрасные зрители. Я вас люблю, целую, уважаю всех. Прекрасного дня. Подписываемся, ставим лайк. И до новых встреч. Будет еще круче. Будем зажигать. Человек идет и наблюдает за человеком. Человек, как за динозавром. Знаете, динозавр пришел. Где мы находимся? Что мы делаем? И куда мы идем? Страшно, пока не доеду. Надеюсь, доеду.